Грубо говоря, это история о Питер Пэне. Питер Пен — это волшебный мальчик. Имя Пен в целом значит «бог всего». Так что у него не случайно такое имя. Он мальчик, который не собирается взрослеть, и он волшебный. Все дети волшебные, они могут быть кем угодно, они не что иное, как потенциал. И Питер Пен не хочет это отпускать. Почему? Вокруг него есть взрослые, но главный среди них — Капитан Крюк. А кто же хочет взрослеть, чтобы превратиться в Капитана Крюка? Во-первых, у вас Крюк. Во-вторых, вы деспот. А в-третьих, вас преследует рептилия хаоса с часами внутри желудка, крокодил, который уже получил частичку вас. Вот что происходит, когда становишься старше. Время, оно уже отняло свое. Дальше оно войдет во вкус и в итоге съест вас. Крюк настолько травмирован этим, что ему только остается быть тираном. И вот Питер Пен смотрит на Капитана Крюка и говорит: что ж, не собираюсь жертвовать своим детством ради этого. Пускай, но это приводит к тому, что он становится королем потерянных мальчишек в Неверленде, которого не существует. И кто вообще хочет быть королем потерянных мальчишек? Он также жертвует возможностью иметь реальные отношения с женщиной, с Венди. Она более консервативна. Лондонская девушка среднего класса. Она хочет вырасти, иметь детей и настоящую жизнь. Она принимает свою смертность, принимает свою зрелость. Питер Пену приходится довольствоваться динь-динь, а ее даже не существует. Она лишь заменитель чего-то реального. Но дихотомия, о которой говорится, очень непроста, потому что во взрослении есть элемент жертвенности. Вы должны пожертвовать множественным потенциалом детства ради чего-то конкретного. И вопрос в том, зачем вам такое делать? Что ж, частично из-за того, что это произойдет, хотите вы того или нет. Вы можете сами выбрать свою ношу, или можете позволить судьбе застать вас врасплох, когда вам 30, или хуже, когда вам 40. Это точно не будет счастливым днем. Я часто вижу таких людей и думаю, что такое все более присуще нашей культуре. Потому что люди могут откладывать взросление, частично избегая страдания, но происходит то, что страдание накапливается и в результате сбивает их с ног. Когда тебе 25, можешь быть идиотом, нет проблем. Даже если не ищешь работу, конечно, у тебя нет опыта и ты невежественен. Хорошо, нет проблем, ты молод. Молодые люди часто такие. Но у них много потенциала. Хорошо, а если ты такой же в 30? В этом случае ты уже не производишь впечатления. Чем же ты занимался таким последние 10 лет? Ну, я такой же недотепа, каким и был в 22. Согласен, но тебе не 22. Ты взрослый ребенок. А это отвратительная вещь. Так что часть причины в том, что вы сами выбираете, чем пожертвовать. Потому что пожертвование неизбежно. Но как минимум вы сами можете его выбрать. И тут существует еще кое-что более сложное. Если вы остаетесь ребенком, то проблема в том, что вы чистый потенциал. Это плохо, потому что вы можете быть кем угодно, но остаетесь никем.